Новинка от Google в мире смарт-часов. Данная модель оснащена отличным процессором Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, AMOLED-экраном на 1,2 дюйма с технологией Always On Display. Также она имеет встроенный NFC-модуль, поддержку Wi-Fi и LTE, обширный функционал для мониторинга здоровья, встроенную GPS-навигацию, водонепроницаемость IP68, время автономной работы до 24 часов с включенной функцией AODA. И, разумеется, обо всем этом и не только вы можете прочесть в рекламе и без меня к смарт-часам Google Pixel Watch 2. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели и есть ли разница между первой версией и второй, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляются часы в коробке из плотного картона, на ней есть название, изображение и краткие характеристики модели. Упаковка отличная, в комплекте мы имеем сами смарт-часы, магнитное зарядное устройство с пинами, за что отдельный минус, далее есть дополнительный ремешок и краткая информация. Весят смарт-часы 58 граммов вместе с ремешком. Размеры 43 на 40 на 14 мм. Один ремешок предназначен для маленького запястья с регулируемой длиной от 130 до 175 мм, а второй для большего запястья от 165 до 210 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться еще на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем, кто подпишется на этот канал, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляется Pixel Watch 2 в версии Wi-Fi плюс Bluetooth и в версии LTE плюс Wi-Fi плюс Bluetooth. Расцветок корпуса на выбор 3, а вот ремешков более чем достаточно. Дизайн устройства от дизайна прошлой модели особо не отличается. Смарт-часы стали легче, корпус выполнен из переработанного алюминия. С фронтальной части экран защищен 3D стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии, но радоваться не стоит, так как экран царапается и довольно быстро. Сборка и качество материалов хорошее, при носке Pixel Watch 2 не ощущаются, спать в них комфортно, что неудивительно при их эргономике. Ремешок выполнен из фтороэластомера с покрытием Soft Touch. Качество ремешка отличное, он не натирает и запястье под ремешком не потеет. Застежка у ремешка нестандартная, но удобная, что можно сказать и про крепление ремешка. Чтобы снять ремешок, необходимо нажать на кнопку, которую расположили рядом с креплением ремешка, после чего ремешок без проблем отсоединяется. Но минус этого крепления в том, что можно даже не нажимать на кнопку, чтобы отсоединить ремешок, а просто приложить немного усилий. Конечно, при носке часы у меня не слетали, но все может быть. К слову, так дела обстояли и в Pixel Watch первой серии. На корпусе расположили краткую информацию, область для зарядки, датчики мониторинга здоровья, динамик и микрофон. Из датчиков на борту компас, высотомер, датчик для мониторинга насыщения кислородом SPO2, многофункциональные электрические датчики для измерения, оптический датчик частоты сердечных сокращений, трехосевой акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещенности, электрический датчик для измерения проводимости кожи с отслеживанием реакции организма CEDA, датчик температуры кожи, барометр и магнитометр. Также на корпусе есть механическая кнопка колесика, которая отвечает за переход в меню и возврат. Двойным нажатием можно перейти к бесконтактной оплате, а зажатием перейти во вкладку с выключением, перезагрузка устройства и вызовом экстренного номера. Прокручивая кнопку колесика, можно перемещаться по меню, и не только. Прокрутка сопровождается слабой вибрацией, но она тактильно приятная. Также есть механическая кнопка, с помощью которой можно вызвать голосового ассистента от Google, который не поддерживает по какой-то причине русский язык. Также перейти к бесконтактной оплате и к недавно открытым приложениям. Полноценная многозадачность на борту, можно использовать тот же секундомер в фоновом режиме или тренировку. Переназначить команды я возможности не нашел, что, конечно, неудобно. Летим дальше. С фронтальной части у нас здесь находится AMOLED-дисплей на 1,2 дюйма со скромным разрешением 450 на 450 точек, как и в прошлой модели. Плотность пикселей скромная, 320 ppi, цветовой охват 100% DCI-P3, частота обновления экрана 60 Гц, рамки огромнейшие, экран имеет закругленные края, такое ощущение, что они на лет 5 позади Misfit'ов всяких Xiaomi и Huawei. Но никого же это не волнует, главное шильдик Google наклеить. Максимальная яркость 1000 нит, по моим замерам экран на 100% яркости выдает 900 люксов, при прямом попадании света на экран яркости достаточно, пользоваться смарт-часами комфортно. Но вот в солнечный день иногда могут быть проблемы. Автоматическая регулировка яркости на борту, и работает она быстро, ко всему есть AOD со стилями, которые зависят от выбранного циферблата. Время до отключения экрана максимум 30 секунд. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает отлично. Включить экран тапом можно, как и выключить, накрыв экран ладонью. Скроллинг, к слову, плавный, сенсорный отклик отличный, перемещаться по интерфейсу удобно. По свайпам с главного экрана все стандартно, сверху вниз панель быстрого доступа, в которой есть фонарик, регулировка яркости, авиарежим и не только. Слева направо и наоборот
карточки, которые можно персонализировать под себя прямо со смарт-часов, а свайп снизу вверх — уведомления. Что странно, так то, что я снова не нашел возможности сортировать приложения в меню или персонализировать панель быстрого доступа. В меню из интересного это приложение «Удаленная съемка», которая работает только в паре со смартфонами Pixel, музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Конечно же, есть календарь, будильник, заметки, Google карты, контакты и уведомления. Погода с подробным прогнозом погоды, Google Play, Google Chrome и не только. Настроек для смарт-часов достаточно, как и вспомогательных функций. К примеру, есть скриншот, полноценная настройка звука и вибрации, настройка экрана и многое другое. Установлен здесь 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 с техпроцессом в 4 нанометра и частотой ядер в 1,7 ГГц. Данное решение лучше, если сравнивать с прошлой моделью, в которой установлен Exynos. Я бы даже сказал, что это хорошее решение. Внутренняя память eMMC на 32 ГБ, а оперативная память 2 ГБ. Операционная система Wear OS версии 4.0 на базе Android 13 версии. Данная операционная система удобная и гибкая. За время моего тестирования я не заметил сильных подвисаний, микрофризов или чего-то подобного. Все работает довольно шустро, но есть ошибки в работе отдельных приложений. Я бы сказал, все неплохо. Также плюс за то, что можно устанавливать различные приложения. Для бесконтактной оплаты можно завести MirPay, благо встроенный NFC-модуль в наличии, Bluetooth-чип установлен в версии 5.0, старый, но стабильненький, подключить Bluetooth наушники можно, а вот нагрудный датчик в стоке через вкладку Bluetooth не подключается. Wi-Fi поддерживает только одну полосу в 2,4 ГГц, но напоминаю, это и как раз самая стабильная полоса. Далее, спортивных режимов более чем достаточно, автоматическое определение активности на борту, как и отслеживание плавания, но эта модель не профессиональная в плане замеров спортивных показателей. Как я всегда советую, купите себе Huawei Band 8 и радуйтесь, он как нагрудный датчик отрабатывает по точности пульса, даже во время бега. В плане GPS-навигации, построения пройденного маршрута и подсчета шагов, часам вопросов вообще нет. Все работает довольно корректно и быстро. Что касается мониторинга здоровья, данная модель имеет ряд нововведений, но, к примеру, определение стресса, как по мне, бесполезное. Ко всему, с учетом того, что оно определяется не только за счет большинства остальных показателей, но и из-за пота на запястье, летом корректного определения стресса ждать не стоит. Сон мониторят они отлично, как и все фазы сна. Температура кожи предназначена для более качественного отслеживания сна и уровня стресса. Измерение ЭКГ просто так не работает. Необходимо менять регион в Google аккаунте и использовать VPN. Но не факт, что все заработает, что можно сказать и про SPO2. В остальном данная модель хорошо мониторит показатели здоровья и предоставляет подробную сводку, что, конечно же, удобно. Далее звонки происходят по Bluetooth соединению, а в версии с LTE можно завести eSIM. Просто оформив eSIM в РФ у какого-то оператора и завести номер на смарт-часы, как вы надеетесь, не получится. Снова танцы с бубном. Но, как говорится, я в вас верю. Звучание, динамика хорошая, микрофон отрабатывает отлично, вибромотор приятный и настраиваемый, уведомления приходят моментально. Отвечать на них можно, используя клавиатуру, смайлики, голосовой ввод и даже заготовки. Клавиатура не совсем удобна из-за размеров экрана, фотографии в уведомлениях отображаются, но не всегда. Емкость аккумулятора 306 мАч, смарт-часы заряжаются довольно быстро, по моим тестам, чтобы их зарядить, необходимо 33 минуты от 0 до 50%. И 1 час 20 минут, чтобы зарядить их до 100%. В обыкновенном сценарии использования с включенным АОДом они могут прожить до суток. Без включенного АОДа время автономной работы составляет двое суток. Далее, водонепроницаемость класса IP68. Разумеется, я окунул их в воду, по итогу с ними ничего не произошло, что хорошо. Но, напоминаю, в баню, сауну я не советую в них ходить, как купаться в соленой воде. Хотя вы вполне возможно умнее меня и опытнее, и будете в них контрастный душ принимать с выбеганием после бани в какую-нибудь прорубь и плавать в соленой воде, и у вас будет все хорошо. Я, как говорится, вас верю, но делать так не советую. Приложение, с которым работают смарт-часы, называется Watch. В приложении есть заряд аккумулятора в процентах, магазин с watchface'ами, которые можно настраивать под себя. Ко всему есть циферблаты, через которые можно переходить к другим приложениям, так называемые кликабельные. Далее есть настройка карточек, синхронизация Fitbit, специальные возможности, магазин приложений, стандартные настройки устройства и обновление прошивки. Также дополнительно необходимо установить приложение Fitbit, оно необходимо для мониторинга здоровья, но если нужна функция проверки безопасности, необходимо платить за премиум подписку. По моему мнению, не стоит оформлять подписку, так как в ней ничего полезного нет. Базовые функции для мониторинга здоровья работают и без нее. Минусы: нет беспроводной зарядки, как в прошлой модели, зарядка с пинами. Прошивка работает неисправно, могли бы и получше, процессор позволяет. Старенький Bluetooth, я бы даже сказал не старенький, а древненький. Плевок в лицо тех, кто разбирается в железе за такие-то деньги. Wi-Fi только однополосный, экран быстро царапается. Правильно, вы быстрее купите Watch 3. Корпус из алюминия, не внушает доверия. И цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, улыбнуться, вспомнить, что есть еще всякие Samsung, Huawei, Xiaomi, фанатам Suunto, Polar или Garmin для спорта.
комфорта, еще много всего, что лучше. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании к видео. Всем, кто подпишется на этот ролик, огромное спасибо, знайте, вы помогаете проекту. И, разумеется, лояльности в обзорах у меня нет, если это не рекламный обзор с шильдиками. Я всегда вам рассказываю про альтернативы. Резюмирую, умные часы Google Pixel Watch 2 по сравнению с Pixel Watch первого поколения значительно улучшились в плане работы операционной системы, так как установлен хороший процессор, внешне все по-прежнему, да, не стали легче, но это незаметно. Девайс достаточно спорный, от меня Google Pixel Watch 2, да, но не от меня, скорее всего, от тех, кто вам их продает, потому что, как говорится, не зря же их раздавали бесплатно с Pixel 8 Pro при покупке, только чтобы пиксели купили. Ну и часы такие, в принципе, им не жалко было в подарок раздавать, правильно? Разумеется, кто-то вам будет рассказывать, что будет с ними ходить, потом окажется, что они ходили с какими-нибудь яблочными часами, либо Samsung'ами, либо Huawei'ами. За эти деньги слишком много альтернатив. Но мое дело вам рассказать, а вам сделать для себя выводы. Добра и удачи вам, дорогие друзья!